Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, есть ответы на любые вопросы, инструменты для улучшения жизни, ну а также практики настроя, ритуалы, медитации для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Кстати, как исполнение желаний, так и достижение целей. Это же желание, это та же цель. Кстати, когда вы переводите желание в цель, легче достигать. По-другому срабатывает ваше подсознание. Ну и как всегда помните, что все в ваших руках. Это ваша жизнь и ваши мысли, ваши эмоции вы можете выбирать. Вы можете выбирать свое отношение к той или иной ситуации, к тому или иному человеку, и, соответственно, дальше идет то, что с вами происходит. То, что вы выбираете, это мысли, и вот, исходя из ваших мыслей, вы выбираете вашу жизнь. Берете это под контроль и выстраиваете это в то русло, выводите это в то русло, в которое вы хотите, и вуаля, меняется ваша жизнь. Сейчас мы посмотрим, сегодня я посмотрю для вас, что же сдерживает вас сегодня, что же не дает вам изменить свою жизнь, что же не дает вам улучшить свою жизнь, что же не дает вам жить той жизнью, которую вы бы хотели. Как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, обязательно улыбнитесь. Улыбка меняет жизнь, улыбка улучшает жизнь, и чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная, высшие силы, Господь, космос. Для каждого из вас это что-то свое. Ну что же сдерживает вас сегодня? Первое, что я вижу, сегодня вас сдерживает мнение определенного человека. Это мужчина старше 40, темненький, с темными глазами. Мужчина очень серьезный, очень основательный. И вот вы, как я понимаю, и тут уже не важно, или это ваш партнер, я имею в виду для девочек, муж или бойфренд, или человек, с которым вы встречаетесь, это может быть друг, это может быть родственник, это может быть, нет, но не старше вас, нет, это кто-то ближе к вашему возрасту, и вот вы, прислушиваясь к мнению этого человека, сдерживаете себя в определенных порывах. Соответственно, что я понимаю? Вы, может быть, и просите совета, или попросили совета у этого человека в связи с определенными трудностями, с определенными ситуациями, событиями, отношениями. Вы хотели узнать чье-то мнение. Ну и, соответственно, вы, скорее всего, даже не подумали о том, что любой человек, даже я, смотрите, я, когда даже делаю расклады, я говорю то, что я вижу в картах, я никогда свое личное отношение не включаю в советы. А даже если я и даю советы, в зависимости от того, что я увидела в картах, всегда консультация начинается и заканчивается тем, что ваша жизнь – это ваш выбор и ваша ответственность. То, что сказала карта, это только совет, это только взгляд и ваше внутреннее состояние на сегодняшний день. А вот принимать это, не принимать, слушаться, не слушаться, делать, не делать – это ваш выбор. Так вот здесь, что я могу сказать, долгое предисловие, простите, пожалуйста. Здесь, что я могу сказать, что почему-то, прислушавшись к мнению этого человека, вы себя поставили в какие-то определенные рамки, но
Вы забыли о том, что человек, даже если он тоже вот занимается тем, чем занимаюсь я, он сказал, особенно если занимается тем, чем я, он, по крайней мере, сказал это, исходя из расклада, исходя из того, что увидел в картах. А вот если это просто человек, у которого вы просили совета, помощи, мнения, он свое мнение выразил со своей точки зрения, из своего опыта, из своего подхода. Это может быть как в помощь вам, так и в ущерб вам. И раз у нас этот расклад называется «Это сдерживает вас сегодня», так вот, вот этот человек своим мнением, а может быть для некоторых из вас еще и каким-то образом влияя на вас, сдерживает на сегодняшний день вас. Простите, долгое объяснение, но чтобы вы понимали, как это работает, я стараюсь объяснять там, где я чувствую, что это надо. Давайте посмотрим, что еще сдерживает. Недостаток материальных средств для того, что вы хотите воплотить в жизнь, тоже вас на сегодняшний день сдерживает. Смотрите, вот по этой карте, что я могу сказать. Если вы хотите заниматься какими-то материальными инвестициями, какими-то материальными вложениями, всегда помните, что, во-первых, надо выбирать самые, наиболее безопасные вложения без риска, потому что рисковать можно только той суммой, без которой вы можете прожить. Если вы знаете, что вам придется обратиться, может такое произойти, и вам придется обратиться к этой сумме для проживания, то тогда особенно инвестиции, которые включают в себя риск, не для вас. Ну а тут получается, что на сегодняшний день у вас нет достаточно материальных средств для того, чтобы что-то воплотить в жизнь. Ну, тут какой совет я могу дать? Какой же совет я могу дать? Тут не даю я никаких советов, я вам именно сейчас озвучиваю, что вас сдерживает. Ну, а что с этим делать? Ну, вы уже сами должны понимать, что если вы все-таки хотите, значит, надо что-то менять, значит, надо какой-то еще доход иметь с какого-то бизнеса, с какого-то хобби для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы вложить их вот в вашу задумку. Что же еще сдерживает вас сегодня? Страх начинаний. Вас сегодня сдерживает страх неизвестности, страх начинаний. Вы слишком серьезно, насколько я вижу здесь, слишком уж серьезно вы подходите к жизни. Очень часто, подходя к жизни, подходя ко всему, что происходит излишне серьезно, мы себя ограничиваем. Мы ограничиваем себя от того, чтобы начать что-то новое, начать что-то неизвестное. Да, и надо и все равно иметь информацию, что ты хочешь делать, как ты хочешь делать, куда ты хочешь идти, но в то же время, ведь смотрите, мы идем к цели, мы ставим себе цели, мы к ней идем. Вот сценарий на пути к цели, вот это мы не можем, не всегда можем контролировать, поэтому иногда нам жизнь преподносит такие виражи, что нам становится страшно. И когда мы к этому не подготовлены, когда мы все-таки стоим на своем и хотим, чтобы все было только по нашему сценарию, это со временем вызывает у нас этот страх новизны, страх неизвестности. Но только выходя из зоны комфорта и двигаясь в эту неизвестность и по шагам, пошагово открывая то, что нам неизвестно, мы можем чего-то достичь. Поэтому здесь, из того, что я здесь вижу, есть еще один совет.
советы слушать хорошо, но их все-таки надо анализировать и думать, можете ли вы этот совет применить в вашей ситуации. Следующий совет. Недостаток, вот я вижу, финансовых средств для того, чтобы куда-то вложить. Может быть, лучше заняться другим бизнесом сбоку, образно говоря. Может быть, найти что-то, что есть у вас в руках, и вы на этом можете зарабатывать. И когда ваш уровень заработка дойдет до такого уровня, что вы сможете выделить определенную сумму, чтобы начать именно инвестиции, тогда это лучше сделать. Ну и третье, что я здесь вижу, не бойтесь нового. Наоборот, это ж так интересно открывать новые горизонты. И еще, эта карта всегда говорит о том, что бы вы ни делали, что бы вы ни начинали, когда вы к чему-то идете, всегда надо к этому стараться идти легко, с вдохновением и говорить себе: получится хорошо. Не получится еще лучше, значит, меня ждет еще что-то намного лучше.